Трудно поверить, что этот ветхозаветный старец из зажиточного пригорода Сан-Франциско – один из отцов-основателей Рунета. Джоэл Шац, ученый, визионер, идеалист и бизнесмен, в молодости любил эксперименты с сознанием. Психоделический опыт помог мне прочувствовать взаимосвязанность всех элементов бытия. Я задался вопросом, почему без наркотиков мир кажется таким разъединенным, когда я понял, что моя миссия — развивать информационные инструменты, чтобы помочь нам всем собрать эти отдельные частицы реальности вместе. В разгар Холодной войны Шац отправился в СССР налаживать коммуникации. Его другом и единомышленником стал Иосиф Гольдин, советский мистик, визионер и антрепренер. Гольдин был также одержим идеей общения поверх границ, став организатором первых телемостов с Америкой. Я хотела бы сказать, что у нас в телерекламе все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама? Но секса у нас нет, и мы категорически против этого. Секс у нас есть, у нас нет рекламы. Это ошибка. Гольдин фанатично верил в силу телевидения. Шац идет другим путем, договаривается о сотрудничестве с НИИ прикладных автоматических систем, сокращенно в НИИ ПАС. Это единственная в Союзе организация с выделенным каналом на Запад. Я предложил соединить компьютеры между двумя странами. Директору института Олегу Смирнову идея понравилась. Но чтобы не просить разрешения у спецслужб, он назвал это экспериментом. Так что наше первое соединение компьютеров двух стран по протоколу X-25 прошло под эгидой эксперимента. В этой передаче впервые рассказывается о предтече интернета, международных телеконференциях, проходивших во ВНИИ ПАС. Благодаря автору сюжета, биохимику Клесову, можно увидеть, как выглядела сеть до изобретения веба. Так вот, для того, чтобы соединиться с компьютером базовым, зарубежным, здесь компьютер, который я использую, это в Канаде, я даю команду короткую и соединяюсь с Канадой. Все. Соединение произошло. И система выдает так называемое меню. То есть она сообщает, что у меня со временем моей последней работы появилось 5 писем. Это 2 первых из Швеции, я уже вижу сходу, одно из США, далее Финляндия и далее Новая Зеландия. И далее сообщается, какие конференции, в которых вот я работаю, какие накопились новые сообщения. На днях в Москве подписано соглашение о не похожем ни на какое другое совместном советско-американском предприятии. Формально новая организация называется Совамтелепорт. Вот Олег Смирнов, директор НИИ ПАС. Это Джоэл Шац, директор Сан-Франциско Москва Телепорт. Можно будет отправить текст, таблицу, график, письмо, скажем, в Сан-Франциско, Нью-Йорк или Канаду. Создание совместного предприятия с нашими американскими партнерами, совместное предприятие Совамтелепорт послужит укреплению тому процессу, который сегодня идет в нашей стране. Демократизация, гласность и поиск правильных и нужных партнеров во всех областях. Хотели дружить с Америкой, когда страшно, да? Я не знаю, я не могу сказать это слово «хотели дружить». Хотели стать, наверное, частью большого цивилизованного мира. Совамтелепорт стал первым интернет-провайдером в СССР. Через пару лет Шац вернется в Америку. Я никогда не мечтал посвятить жизнь строительству телекоммуникационного бизнеса в России. Меня больше интересовал процесс налаживания отношений в мире, чтобы избежать ядерной войны. В тот момент казалось, что отношения действительно нормализуются. Это было очень оптимистическое время, и мы решили вернуться. Он вообще был разгильдяем, его выгнали из армии США. Он, значит, жил в лесу, там, с трайбом, хиппи, значит, там с этой кислотой, значит, эксперименты ставили. Конец 60-х, Сан-Франциско, что говорить, да, то есть понятно. Видимо, у него было видение какое-то, да, о том, как должен быть устроен этот мир, а устроен он должен быть таким образом, чтобы люди могли друг с другом общаться.
Сейчас, когда я с ним встречаюсь, я разговариваю, я говорю, ну как тебе? Значит, теперь все со всеми общаются, но ненавидят друг друга еще больше. Он говорит, ну, видимо, такова сущность человека, значит. Возникновение интернета совпало с крушением советской системы. Мечта Шаца и Гольдина сбылась. Железный занавес рухнул как в реальном мире, так и в виртуальном. Ну, сколько мне было? 25, что ли? Еще, елки-палки, ну, ты там затусовался, там, не знаю, с Полуниным, там, не знаю, с художниками, с музыкантами, там, обер-манекен какой-то, там, не знаю, кино, я не знаю, гребенщиков. Ну, а что тебе еще надо? Им был интересен открытый мир, тот мир, который находится за железным занавесом. И они в офисе были, конечно, и на концертах были. И какие-то перформансы безумные устраивали. Они взяли ракетовоз от СС-20, стратегической баллистической ракеты, посадили на него Полунина с клоунами и вывезли на Красную площадь. У нас не было официального разрешения, но ГАИ нас не остановило, потому что Иосифу удалось убедить их, что акция согласована на самом верху. И в этом был весь он. Ёлки, да я не понял, ты что сказал? Постой, да, мировая! Кто мировая? Мы все здесь такие молодые, худые. Вот. Прекрасная моя физиономия с хвостом. Ну, интернетчик, чертом. Савам Телепорт переименовали в Россию онлайн, затем продали компании Golden Telecom, которую, в свою очередь, поглотил Билайн за рекордные 4 с лишним миллиарда долларов. Предприимчивый хиппи Шац проснулся состоятельным человеком. Мы разбогатели. Это был шок для нас, потому что в Советский Союз нас привело не желание делать деньги, а желание принести пользу, сблизить русских и американцев, чтобы мир стал более безопасным. В родословной Рунета, конечно, не только калифорнийские хиппи. После вторжения в Афганистан Советский Союз оказался под санкциями. В этих условиях коллективу программистов удалось русифицировать тайно вывезенную американскую операционную систему Unix и построить на ее основе сеть. Многие юниксоиды работали в вычислительном центре Курчатовского института. Это сеть, которая объединяла ученых, а самое главное, сеть плоская. Люди общаются на одном уровне. До того было, если ты из этого института хочешь получить результаты этого института, то ты должен, чтобы твой директор обратился к тому директору, а тот спустил указания. Тут была такая как бы горизонтальная связь. Да, каждого с каждым. И пошел вот этот интенсивный обмен. Статьи, результаты эксперимента, ну и так далее. На этом фото советские программисты, получившие премию Совмина за создание операционной системы Demos, отечественной версии Unix. Молодые ученые сумели адаптировать передовой софт к отсталым советским компьютерам. Государство за инициативу не наказало, а поощрило. Наградили премией, выдали медаль, диплом выдали и 480 рублей каждому. Вручали нам в Кремле? Да. В этом самом зале, вот, который, вот, если с Красной площади, такой вот купол по центру над мавзолеем, знаете, да? Да, вот да. Там. А после мы вышли и нас сфотографировали. На Красной площади. И вот это вот получилось знаменитая фотография. Вот папа. Чисто психология. Михаил Паремский. Написал... А те, кто за столом, у нас еще есть? Да, вот у нас лет 20 назад. Но она самая Руднев. честная из всех, кого я видела. Да. Здесь. Вот та же прическа. Вот. Я считаю, что вообще вот это я в пиджаке я найду это. В калифорнийском доме Натальи Паремской, вдовы программиста Михаила Паремского, отмечают Масленицу. Собрались старые друзья юниксоиды. Это было вот так вот просто решили. Вот Паремский притащил вот у себя вот на животе вот эти тейпс,
из откуда-то он их скоммуниздил. Unix он перетащил через Гейт, через Курчатовский институт. И потом народ заинтересовался. Просто это не было задание от партии, от правительства, это ничего такого не было. Это было конкретно вот люди, вот такие вот энтузиасты. Мы очень дружили все. Все это было такое замечательное, знаете, как КСП такое движение. И знаете, это было так от души. Советский Союз всегда поощрял науку, работавшую на оборонку. Неудивительно, что первыми к сети подключились научные центры, связанные с ядерной физикой. ФВ он сильно был нацелен на сотрудничество с ЦЕРНом, вот, и частично с Америкой. Потому что многие лаборатории ВФВ делали, так сказать, оборудование совместно как экспериментов этих самых. Поэтому связь была очень нужна. Возможность присоединиться была единственная, это значит, вот единственная телефонная линия московская была у директора, ее удели. Эту линию поставили модем, и при помощи SM4 и Unix я обеспечил просто, так сказать, e-mailовую станцию. Вот это был прорыв. В течение часа вы могли пообщаться с 10 человеками во всем мире, получить ответ. Вот это как бы вещь, которая совершенно никакого контроля. Ощущение абсолютно новых возможностей, да. В 1991 году произошел путч. В то время как по телевизору передавали «Лебединое озеро», провайдеры рассказывали миру о происходящем в стране. Уже тогда выяснилось, что интернет может быть альтернативным источником информации. Устроили в Курчатовском институте узел был, устроили запасной в Демосе, обменивались информацией, была информация такого типа: сижу на таком-то этаже, по такому-то адресу идут танки. После этого объявилось обращение Ельцина, и мы его мгновенно передали. Ну как мы? Я обзванивал всех своих товарищей и умолял их не идти на баррикады, а заниматься своим основным делом, потому что это куда важнее. Раз в неделю программист Алексей Руднев старается летать над заливом Сан-Франциско. Проветрить голову, как он говорит. Легендарный униксоид, один из лауреатов премии Совмина, Руднев уехал из России почти 20 лет назад, как и многие с той памятной фотографии. Первые люди, которые были руководителями, это были бывшие МНС и бывшие завлабы, очень честные и очень неграмотные в бизнесе. В конце 90-х пришли уже бизнесмены, стало больше бизнеса, меньше техники. Вот их стало неинтересно, значит, народ начал искать новую работу. Часть нашла в Штатах. Ну, по-моему, я думаю, что 60/40 где-то получилось. Здесь немножко больше получилось, но опять это все весьма условно. Собравшись вместе, отцы Рунета часто вспоминают родину, где их умения оказались не нужны. Это были 90-е. Вот. Тогда, конечно, так сказать, был дикий капитализм, разработчики, так сказать, и они оказались сбоку. Они как бы вот... Оказалось, что не они главная проблема, а проблема, где достать деньги, там, купить канал, так сказать, уговорить, снять помещение. То есть, если на первом этапе разработчики были главные, на втором этапе главные были бизнесмены стали. А технически все стало. Да, и вся схема начала двигаться куда-то еще. И было понятно, что люди, технические специалисты, уже долго не понадобятся. Ну, тоже не понятно, они не будут главными, это не будут. Ну, не будут главными, они уже будут как бы на... Ну, и многие, как вы уехали. Да. То есть моя причина была, в общем-то, почему, так сказать, мы уехали, в общем-то, была в этом. Потому что, так сказать, было ясно, что еще долго не понадобится. Потому что, ну, как бы... А здесь разработчиков всегда ценили, да? Что вы, конечно. Большая часть русскоязычных пользователей в начале 90-х – ученые и аспиранты западных вузов и научных центров. Уровень IQ в Рунете был соответствующий. То начало, которое я застал, это действительно было такое время каких-то американских завлабов. Естественно, они были русскоязычные для меня, но они при этом были абсолютно вписаны в тамошнюю систему. И вообще считалось, что если ты в интернет пришел, как ты можешь по-английски не понимать. Там еще был определенный, конечно, интеллектуальный ценз. То есть туда в первую очередь пришли люди, которые сидели в университетах.
или хотя бы в айтишных каких-то компаниях. Ну, то есть там не было в каком-то смысле повторов. То есть люди были, конечно, странные, там и сумасшедшие были, но они не были банальные. Они все были какие-то вот интересные. В 93-м появился веб, всемирная паутина. Браузеры сделали интернет доступным не только для ученых. Ближе к 94 году в отделении математики притащили еще один канал, уже такой постоянный, настоящий интернетовский, и мы начинаем делать ВВ, как все белые люди. Мы не знаем, что это такое, знаем, что нужно нарисовать страничку, оформить ее специальным образом. Мы идем на церновский сервер, чуть ли не первый сервер ВВВшный в мире. Там домашняя страничка изобретателя этого самого языка HTTP церновская. Там, знаете, как бывает, обо мне, about me. Мы ее скачиваем, там написано такой-то, такой-то, изобретатель мозаики, HTTP, работаю там-то, у меня есть такое-то хобби. Вот моя фотка. Все дружно, сотрудники берут эту страничку, выкидывают фамилию этого чувака, пишут себя, фотку заменяют на свою, и у каждого теперь персональная страничка. На самом деле вот эта передача копи-паста, ничего не знаем, но все скопируем, она вот так вот и происходила. В 1994 году в Штатах я нашел такой сайт, он назывался «Внуки Дождьбога», «Дождьбог Grandsons». Его делал Сергей Наумов, аспирант одного из университетов американских. И там были инструкции, как русифицировать компьютер, юниксовскую рабочую станцию. Я русифицировал, это был полный восторг. Через 4 года жизни за границей я вдруг на компьютере увидел русские слова. Вот. И русский интернет был очень маленький тогда. Мы же тщательно скрываем сейчас, как все начиналось, да, но был тогда даже термин «две девушки в час», да, то есть это когда было ФИДО, были модемы, 1200 бот, да, и вот ты сидел, у тебя в час 2 картинки девушек эротического содержания проходило. То есть ничего нельзя поделать, это было, понимаете? Просто они не очень медленно загружались, да? Медленно загружались, поэтому термин был «две девки в час», извините. Студия Артемия Лебедева празднует 23 года. Сейчас это почти 300 сотрудников и тысячи реализованных проектов. Когда появился веб, дизайнеру всей Руси не было еще 20. Он жил с родителями в США и увлекался компьютерной графикой. Я приехал сюда и собственно, оказался первым человеком, который начал рисовать сайты за деньги людям и так далее. У меня среди первых заказчиков, там, 96-97 год, ко мне пришли там Хьюлетт Паккард, Центральный банк России. Я сделал первый сайт Государственной Думы. То есть я сидел дома у себя на кухне, они ко мне приходили и заказывали, потому что больше некому было пойти. Я работал сутками, я один делал то, что потом вот в один день стали делать 5 человек. У меня тогда рабочий день был 36 часов. Я закрывал шторы, у меня были 2 двухлитровые бутылки колы и пиццы. Я вот только на этом топливе и сигареты. Вот смотрите, сейчас мы видим Лотмана. Вот мы еще продолжаем видеть Лотмана усилиями какими-то. А вот здесь вот Лотман начинает распадаться и превращаться в Ктулху или что-то вроде этого. Пока качество связи позволяло скачивать 2 девушки в час, интернет был про текст, а не про картинки. Символично, что сразу несколько пионеров Рунета были учениками великого Лотмана в Тартусском университете. Лотман придумал семиосферу. Идея семиосферы состоит в том, что человек окружен знаками, который сам же и производит. Когда пришел интернет, мы увидели, что такое семиосфера. Еще один ученик Лотмана, Дмитрий Ицкович, сегодня владелец популярных питейных заведений. В середине 90-х в его квартире в Калашном переулке располагались редакции первых сетевых изданий с незатейливыми названиями «Журнал.ру» и «Полит.ру». Это было место, где ковался русский гуманитарный интернет. Нам дали модем, и у нас был чуть ли не первый Ethernet в Москве, прямо на Золотые мозги. Из окна моей квартиры прямой луч упирался в Академию наук, и по нему приходил к нам интернет, и у меня в одной комнате просто стоял там 5 компьютеров, и непрерывно кто-то на них что-то такое творил, и у нас что-то такое было. RC-конференции мы первые сделали нам с Приговым, с Аукционом, с Пелевиным. Тогда можно было позвонить Пелевину и договориться с ним о чем-то, да? В каком смысле?
Ну, он же сейчас ни с кем не общается. Мы же не ерунду предлагали, это была интересная прорывная вещь. Он сидел так вот, прикрывшись дверью в углу. Чтобы его никто не видел? Ну да, он так сузил себе пространство, и за дверью мы с ним. И это была огромная бывшая коммуналка, не перестроенная ни разу. Она была огромная, она была совершенно чудовищная. Там жили тараканы, там не было отопления, там были окна, которые выходили на башню Кремля натурально, потому что это был верхний этаж. Много комнат, коридоры какие-то. И ты идешь, там встречаешь, там в одной комнате там Носика встречаешь, в другом Тему Лебедева. Там. Ну, как-то вот так. Я приехал один раз и просто познакомился сразу со всеми. И они входили, выходили, там, а кто-то в это время статьи писал. Андрей Левкин сидел, делал Политру, например. Первый вообще такой вот по-настоящему как бы политический, сайт политических новостей. Ну, что сидел в уголке, тут люди рок-н-ролл играют. Вот такой был первый русский интернет. Как-то так. У нас действительно первые публикации Носика, первые публикации Горалик, Женя Горный, главный редактор, тоже не фуфло, там и так далее. Это все было довольно сильные, содержательные, тогда очень бодрые, пьющие, веселящиеся люди. Жили маркшейдеры, аукционы, тот самый Женя Федоров, как текила-джазы, оттуда уходили, приходили на концерты. Ну, какая-то такая условно богемная, разгульная жизнь. Меньше, чем 12 человек за ужин не садился. А вы в этом всем жили постоянно как? Да. Или у вас была какая-то отдельная квартира? Куда Нет, я там и жил. В общем, потом устал и перенес это в клубы, собственно. То есть практически то, что потом происходило там в проекте АГИ, происходило просто в квартире. Ицкович вместе с партнерами открыл проект «АГИ» – первое в Москве заведение, в котором можно было купить как алкоголь, так и книги. К сети он охладел, время романтического натиска прошло, а делать деньги в офлайне было и проще, и веселее. В какой-то момент текстов в Рунете стало так много, что в моду вошли конкурсы сетевой литературы. Самый известный конкурс «Тенета» сразу начал с пощечины общественному вкусу. Году, наверное, в 97-м там появился Кирилл Воробьев, который писал под псевдонимом Баян Ширянов и принес туда роман «Низший пилотаж», который всех потряс, но был совсем не тем, что ожидали организаторы. Это был роман о наркоманах. И там изготовляли наркотики, и там ими пользовались, и там были видения, и жизнь этих людей, и страшные, ужасные сцены, такими же вполне могли конкурировать с Сорокиным там, и так далее. Скандал был в том, что, да, Антон, по-моему, Носик притащил вот Ширянова, и часть номинаторов и жюри сказала, что это вообще надо убрать, а другие сказали, ну, как убирать, ну, мы же договорились, что мы берем все, да, и как бы у нас честный конкурс, демократический, как бы, вот. И в итоге показали Стругацкому, Стругацкий сказал, что это тоже литература, то есть он как-то вот так сказал аккуратно, что это похоже на жизнь инопланетян, это тоже литература, и было решено, что да, хорошо, пусть идет. Скандальный роман Ширянова стал победителем конкурса, а на следующий год писатель сам будет вручать лауреатам спецприз – кипу порнографической газеты «Еще». На церемонию приедет будущий замглавы администрации президента Сергей Кириенко. И в какой-то момент окажется с Ширяновым на одной сцене. Тогда это было возможно. Тогда был такой драйв, вот как-то вот поломать чего-нибудь. Банковали по полной программе. Ну а что делать людям молодым? Это нормальное состояние. Ты хотя бы проверяешь систему на прочность. Но невозможно даже эту книгу брать в руки, потому что это мразь. В начале нулевых пропутинское движение «Идущие вместе» развернуло настоящую травлю писателей Сорокина и Ширянова. Низший пилотаж изъяли из продажи, а против Ширянова возбудили уголовное дело. Баян Ширянов в миру Кирилл Воробьев повторил судьбу своих героев. Несколько лет назад он умер от цирроза печени в нищете и забвении. Буду девки прибегать и буду девки промывать мне желудочек да печеночку. Стану снова молодецом, снова стану молодецом, я здоровеньким да куражистым. Одна из самых плодовитых ветвей в родословной Рунета ведет в Иерусалим. В начале 90-х здесь образовалась компания друзей недавних репатриантов. В качестве очередного просто полуприкола решили пойти и попеть на улице Бен Иуда, центральная улица Иерусалима, такой арбат пешеходная.
попеть, просто петь песни и посмотреть, накидает ли нам кто-то что-то, каких-то денег. Что-то нам накидали, каких-то шекелей смешанных. Кто-то попросил пакетик с чипсами, еще что-то такое. Ну, как-то это все было очень весело. Сразу трое из этой компании станут важными деятелями Рунета. Ревазов и Носик учились вместе в Москве, в Третьем медицинском. Уже в Израиле познакомились с другим репатриантом, Демьяном Кудрявцевым. Денег толком ни у кого не было, но у кого были деньги, тот делился со всеми, всех кормил. Писали тексты, пели песни, ходили на какие-то литературные фестивали, кружки. Ну, то есть, я не знаю, это была просто тусовка. Влюблялись, на концерты ходили. Мы были таким интеллектуальным центром Иерусалима, а Иерусалим тогда в Москве все было не очень хорошо, все было довольно мрачно, а там, наоборот, было тепло, весело. Емельян Захаров учился в Третьем меде вместе с Ревазовым и Носиком, но из Москвы никуда не уезжал, с головой окунувшись в омут лихих 90-х. У меня был очень близкий друг, Илья Метков. Его убили. Он был в то время очень крупный бизнесмен, наверное, который стал бы одним из великих олигархов. Но, увы, не дожил, его убили. Я занимался разным бизнесом. И у меня произошел абсолютно психологический слом. Я понял, что я не могу просто ходить по городу, где мы с ним вместе тусовались, не могу. Все, не могу. И я уехал во Францию, где, собственно, у меня произошел первый и последний в моей жизни запой. Выйдя из запоя, Захаров вернулся в Россию с идеей создания интернет-провайдера с демократичными ценами. Он позвонил Носику и Ревазову, те Кудрявцеву и Лебедеву. Так появился легендарный Ситилайн. Генеральным директором стал Егор Шупе, друг Захарова, предприниматель и зять Бориса Березовского. Боря решил с нами встретиться. Он говорит, я сейчас соберу своих, а вы приходите, и мы поговорим. До этого мы встретились с ним один на один, я ему пытался объяснить про интернет. Он сказал, зачем? Что это? Пока будем этим заниматься, тут все разберут, что-то в этом роде. И был инвестиционный совет. Со стороны Боря, рядом со мной сидел Рома Абрамович, Швидлер, Волошин, Боря. Так или иначе договорились на сумму X под залог акций. Все по-честному, коммерческие кредиты, все это. Это был кошмар. Потому что получить от Бори деньги оказалось невозможно. Поэтому в результате мне пришлось доходить деньги в одном месте. Емельян находил в другом месте. И, знаете, из объявочной суммы X мы получили 30% суммы X. Я пользуюсь Ситилайн. И я пользуюсь Ситилайн. Потому что это модно. Ага, это модно. Ситилайн. Интернет доступен каждому. Деньги и интернет, они вообще не совмещались. Это было примерно как, не знаю, в каком-нибудь доме отдыха поэтов в 50-х годах, чтобы люди обсуждали деньги. Да, это невозможно, потому что такой человек просто выгоняли сразу как мерзкого коммерсанта, барыгу и спекулянта. Я, начал пробивать дырку, то есть контент был бесплатный по-прежнему для читателей, еще не было подписки тогда. Но эти авторы уже получали гонорары, и это была революция. И, собственно, один из первых авторов стал сам Носик. Я придумал ему название «Вечерний интернет», и он вел эту ежедневную рубрику, крайне популярную. Они ввели цену $36,6. Тогда цены были в долларах все. Это был флэт-фи, это было страшно дешево. В месяц ты платишь 36,6 и имеешь неограниченный абсолютно доступ. А дальше, поскольку было совершенно очевидно, было совершенно очевидно, что интернет сам по себе нахрен никому не нужен, не будет контента, то Антона привлекли Носика к созданию контента. Носик к тому моменту все еще жил в Иерусалиме, как и полагается будущему евангелисту. Но вскоре и он вслед за друзьями вернулся в Москву. Я вернулся, потому что здесь начался интернет, которым я там уже к тому моменту 2 года занимался. И начинали этот интернет здесь мои друзья. Я сидел в Иерусалиме, работал на своих друзей в Москве. Потому что то, что можно было заработать в крохотном Израиле в 96-м году на интернете, не шло ни в какие сравнения вообще с перспективами и прогнозами России. То есть русскоязычный интернет – это в пределе 200 с чем-то миллионов человек. Астрофизик из Петербурга Дмитрий Вернер делал в начале 90-х успешную академическую карьеру в университете Кентукки. У него было милое хобби – собирать и выкладывать в сеть анекдоты. Анекдот.ру стал первым ежедневно обновляемым сайтом в Рунете, а вскоре и просто первым.
Никакой рекламы не было, но люди говорили, вот есть классный сайт, и уже к осени 96 года уже было не 100, а 1000 человек в день. По тем временам это было очень много. В 97 году появился Ramblers Top 100, значит, это вот пузомерка интернетовская. Я поставил счетчик, и оказалось, что я очень быстро вышел на первое место среди вообще всех сайтов. Это, кстати, Делицыно, по-моему, выражение, что анекдоты — это русский секс. У всех лидирует порно-сайт, а у нас сайт с анекдотами. Постепенно анекдоты стали мешать занятиям наукой. Нужно было выбирать, а тут менеджеры Cityline предложили перейти к ним за хорошую зарплату, отдав им доменное имя. И Вернер выбрал анекдоты. Я тогда абсолютно не понимал ценности доменного имени. Я считал, что вот я один раз переехал, второй раз, третий раз, что если что, так я опять же перееду. Поскольку проект я им не продавал. Да, я переходил работать на зарплату редактора. Я не то что обиделся, но я удивился, когда весь проект продали, мне ничего не сказав. Когда я открываю там какое-то интернет-издание, написано, что вот Cityline продал анекдот.ру. Конечно, было такое отношение. Но живет он там все в Америке, профессор такой, не от мира сего. И в этом частично в этом и есть правда. И действительно у меня вот этой коммерческой хватки не было. 5 лет назад Вернер воплотил мечту, залез в долги и выкупил у РБК свой сайт. Слишком многим пришлось пожертвовать ради анекдотов, чтобы оставить любимое детище в чужих руках. Мы с моей женой работали вместе, она тоже астрофизик. И, конечно, ей хотелось, чтобы я занимался астрофизикой, потому что, это вот такая была. А я ушел с головой в русский интернет. Вот. И, в результате она осталась в Америке, а я вернулся в Россию. По мере роста Cityline столкнулся с новыми вызовами – отсутствие свободных линий и хакеры. Проблему линий решить не удалось, с хакерами разобрались. Хакеры, ребята какие-то, развлекались тем, что валили сервера. Организовывали DDoS-атаки, сервера падали, пользователи не получали, соответственно, услугу, на нас ругались. Было непонятно, как с этим бороться, и вот я сделал следующую вещь. И любой заход в сеть, он происходил с адреса какого-то. В общем, можно было понять, откуда, что, как. В общем, мне сказали адрес. Я приехал на этот адрес, сбитый, бейсбольный, сломал, собственно говоря, этому человеку ноги и уехал. После чего ни один хакер не нападал на сервера Cityline, потому что знали, что будут в ответ там не сисадмин работать, а просто приедут и, в общем... В 2000 году Борис Березовский поссорился с новоизбранным президентом Путиным и вынужден был эмигрировать. Вслед за ним уехал и Шупа с семьей. Мы все уехали, мне отняли дом, у меня отняли несколько бизнесов. Я очень жалею, конечно, что мы не смогли доделать дело, и мне пришлось уезжать. Сейчас Егор Шупа живет в собственном доме в аристократическом предместье Лондона, но о временах Cityline вспоминает с ностальгией. Понимаешь, что мы строим фундамент. Не мы одни, конечно, но мы участники построения этого фундамента будущего русского интернета. Мы настолько были заражены всякими идеями, а места для творчества там было дофига. Пока это все, к сожалению, не стали превращать в политику. Это самая, наверное, самая лучшая компания в моей жизни была. Не с точки зрения финансового успеха или чего-то, а в смысле духа. Мы как стартапщики, я не знаю, Емелев всегда смеялся, был банкиром, теперь почтальоном стал. Мы были знатные почтальоны. В 2000 году Захаров с Шупе удачно продадут Cityline за $30 миллионов. Шупе вложит деньги в интернет-стартапы и станет успешным венчурным инвестором. В России на него заведут уголовное дело по обвинению в организации убийства. Емельян Захаров воплотит свою мечту и откроет галерею современного искусства. Демьян Кудрявцев сблизится с Борисом Березовским и долгое время будет его правой рукой. Компания Ревазова «Имхо» выйдет в лидеры на рынке интернет-рекламы в России. Антон Носик окончательно утвердится в статусе главного апостола Рунета. Это правда. Счастливого
пути аккуратнее. Спасибо, удачи.